Дата разбирательства по делу Манчестер Сити. Увольнение в Лионе. Трансферная цель Ювентуса. Пиоли остается. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Манчестер Юнайтед ждет предложений по трансферу своего нападающего Антони Марсиаля. Об этом пишет журналист издания The Guardian Джейкоб Стейнберг. МЮ хочет продать Марсиаля в январе. В противном случае следующим летом он покинет Олд Траффорд бесплатно. У француза истекает срок действия контракта с Красными Дьяволами. В этом сезоне Антони появлялся на поле в 16 матчах. Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио уверен в том, что наставнику Милана Стефано Пиоли не грозит отставка, даже несмотря на неудачи клуба в последних матчах. По мнению Ди Марцио, руководство клуба хорошо осознает, что проблема кроется не в работе тренера, а в том, что в его составе много травмированных игроков, в том числе лидер нападения Рафаэл Леао. Пиоли останется тренером Милана как минимум до конца сезона. Я не вижу иных сигналов. Не думаю, что он утрачивает контроль над командой. Просто есть серьезные проблемы, как травмированные игроки и короткая скамейка, сказал Ди Марцио. Полузащитник Барселоны Педри во вторник сыграл Спорту. Эта игра стала для хавбека 100-й в составе каталонского клуба, который он отыграл не менее 45 минут. Таким образом, был активирован последний пункт соглашения с Лас-Пальмасом касательно трансферных бонусов. Об этом сообщает АС. По информации источника, Барселона выплатит еще 5 миллионов евро Лас-Пальмасу за Педри в качестве бонусов по трансферному договору. Общая сумма перехода может составить от 18 до 25 миллионов евро. Педри присоединился к Барсе летом 2020 года за фиксированную стоимость в 5 миллионов евро. Его контракт с каталонцами рассчитан до конца июня 2026 года. Ювентус заинтересован в подписании хавбека Болоньи Льюиса Фергюсона. По информации Тутоспорт, Массимилиано Аллегри хочет усилить команду полузащитником, который имеет опыт игры в итальянском футболе. Искомым характеристикам также соответствуют Родриго де Поль и Фабиан Руис. Однако их трансферная стоимость составит около 30 миллионов евро, в то время как трансфер Фергюсона обойдется Юве в 4 миллиона. Сообщается, что спортивный директор Ювентуса Кристиано Джунтоли наблюдал за Фергюсоном на матче Болонья-Лацио в начале ноября. Однако Болонья вряд ли отпустит полузащитника в январе, так как клуб претендует на Еврокубки в следующем сезоне, находясь на 6-м месте турнирной таблицы серии А. Кроме того, главный тренер команды Тьяго Мотта выступил против продажи игроков в зимнее трансферное окно. Каталонская Барселона приняла решение выкупить защитника Жуау Канселу на постоянной основе. По информации от журналиста Роджера Торрелла, руководство осталось под впечатлением от выступлений португальцев в первые месяцы. Источник сообщает, что Манчестер Сити требует за полноценный выкуп игрока 25 миллионов евро. Но руководство Барсы приложит все усилия для того, чтобы снизить ценник на опытного португальца. Манчестер Сити и английская премьер-лига договорились о дате слушания по делу, в котором клуб обвиняют в 115 нарушениях финансовых правил, начиная с 2009-2010 годов. Разбирательство запланировано на позднюю осень 2024 года. Процесс в данный момент находится на стадии получения показаний от свидетелей. Вероятно, он будет продолжаться до следующей весны. Если все пройдет в срок, то вердикт может быть вынесен примерно летом 2025 года. В случае признания клуба виновным, с него могут снять очки.
Ансу Фати выбыл на долгий срок из-за травмы. В матче АПЛ между Брайтоном и Ноттингем Форест Фати был заменен на 21-й минуте из-за повреждения. Травма оказалась серьезной. По данным Мундо Депортиво, Фати получил серьезное повреждение мышц задней поверхности бедра. На лечение потребуется около 3 месяцев. Также Ансу ждет долгий восстановительный период. Федерации футбола Марокко, Португалии и Испании официально подписали соглашение о совместной работе над заявкой для проведения чемпионата мира по футболу 2030 года. Сообщается на официальном сайте Королевской Испанской футбольной федерации. В документе зафиксировано обязательство 3 федераций придерживаться правил и рамок, которые регулируют процесс подачи заявки. С момента подписания соглашения 3 футбольные федерации проведут совместную работу для того, чтобы разработать заявку на проведение ЧМ. Матчи турнира впервые примут 6 стран: Уругвай, Аргентина, Парагвай, Марокко, Испания и Португалия. Аргентинцы, парагвайцы и уругвайцы проведут свои стартовые матчи групповой стадии в родных странах. Большая часть игр мирового первенства состоятся именно на территории Марокко, Испании и Португалии. Событие приурочено к празднованию столетия чемпионата мира, который впервые прошел в Уругвае в 1930 году. Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария достиг устного соглашения о возвращении в клуб своего детства Росарио Сентраль в июне 2024 года, сообщает источник Рекорд. Минувшим летом аргентинец вернулся в Бенфику на правах свободного агента, подписав однолетний контракт. У 35-летнего футболиста есть возможность продлить договор с португальцами еще на 1 сезон. Но, как утверждается, он не будет этого делать. Нападающий вернется в Аргентину и усилит состав Росарио Сентраль перед Кубком Либертадорес. Он является воспитанником этого клуба. Ди Мария провел 2 сезона за первую команду, прежде чем перешел в Бенфику в 2007. Французский Лион объявил об увольнении итальянского специалиста Фабио Гросса с поста главного тренера команды. Принимая во внимание текущие результаты и после углубленного анализа ситуации в профессиональной команде, которая в данный момент занимает 18 место в Лиге 1, Олимпик Лион решил реализовать процедуру по расторжению трудового договора с Фабио Гросса и его заместителями. Олимпик Лион хотел бы поблагодарить Фабио Гросса и его заместителей за их участие и профессионализм с момента вступления в должность во главе профессиональной команды, говорится в сообщении на сайте клуба.